Огромный привет всем зрителям и подписчикам моего канала Power Device, и у меня для вас очередное интересное и полезное видео по смартфонам Xiaomi, а также Realme. Хочу дать вам простые, но действенные рекомендации по сохранению жизни батарей на ваших смартфонах. Данными фишками я пользуюсь уже достаточное время и могу их смело рекомендовать вам. Начнем со смартфонов Xiaomi, я покажу вам это на своем Redmi Note 10 Pro, а потом перейдем к Realme. Думаю, что большинство пользователей смартфонов слышали такую рекомендацию, что процент разряда батареи нельзя повышать ниже определенного уровня, а также лучше его не повышать в ходе зарядки выше определенного уровня. Забегая немного вперед, я покажу вам одно крутое приложение, которое позволяет выполнять рекомендации по верхнему уровню зарядки, чтобы он не превышал определенной границы, и ваша батарея в перспективе не портилась. Ну а перед этим еще одно полезное действие, которое я совершаю на своем Xiaomi. Давайте зайдем в настройки, батарея, нажмем шестеренку, экономия энергии. И вот здесь в самом низу у нас есть такой пункт «Использовать по расписанию». Друзья, на самом деле этот пункт недооценен. Смотрите, как настраиваю его я и что он дает. После того, как вы активируете эту галочку, выставляйте время, в которое будет включаться режим экономии энергии. Для меня это удобное время 1:30 ночи. Нажимаю ОК. Теперь захожу в окончание и выставляю его на 8 утра. Для меня это также удобно. Теперь, друзья, смотрите, здесь же в дополнительной оптимизации я активирую галочки «Не включать экран при получении уведомлений», а также «Отключить активный экран». То есть, если включены эти галочки, при активированном режиме экономии энергии, экран у вас не будет загораться при получении уведомлений. И вы, наверное, спросите, зачем я ставлю экономию энергии на ночные часы. В любом случае, это ограничивает фоновую активность, синхронизацию и активный экран, что приводит к некоторой разгрузке смартфона и экономии энергии, тем самым в долгосрочной перспективе продлевает жизнь батареи. Друзья, это действительно работает, так как ваши смартфоны ночью активны, они получают уведомления и так далее. Также у меня на канале есть видео, где я выставляю таймер автоматического выключения на ночные часы. Видео можете посмотреть здесь. Все это я тестировал на своем смартфоне, способ реально действенный, он помогает сохранить несколько процентов батареи за ночь, а также, конечно, он тоже разгружает смартфон, что в долгосрочной перспективе также сказывается на батарее и общем состоянии телефона. Конечно же, многие пользователи не хотят, чтобы их смартфон вообще выключался в эти часы, поэтому рекомендую вам хотя бы включать экономию энергии на ночные часы. Друзья, сейчас у меня в руках смартфон Realme GT Neo 3, и, к сожалению, таких настроек по расписанию, как на Xiaomi, на нем нет. Попробуйте посмотреть, может быть, они есть у вас. Зайдите в настройки, батарея, режим энергосбережения, и вот здесь должна быть настройка «Установить по расписанию». К сожалению, на моем смартфоне таковой нет. Тем не менее, если на вашем Realme установлен AMOLED-дисплей, то к вечеру я рекомендую вам выставлять автоматическое включение темного режима. Для этого в настройках зайдите в экран и яркость, автопереключение. Здесь активируйте галочку автопереключения, выставляйте персональный, а теперь вот в этих настройках выставите время, в какое будет включаться этот режим и в какое выключаться. Больше, к сожалению, полезных настроек на Realme, которые относятся к расписанию, нет. Давайте перейдем к приложению, которое я вам обещал показать. Данное приложение можно установить как на смартфоны Xiaomi, так и на Realme. Скачать вы его сможете в Play Market, либо по моей ссылке в описании. Открываю приложение, если у вас попросят какие-то разрешения, их нужно дать. Теперь заходим вот в эту шестеренку, настройки и уведомления. Выставляем вот эту шкалу на 85%. Именно на этом проценте заряда смартфон оповестит вас, что нужно отключить зарядку. Друзья, почему именно на 85%? Существует очень много исследований, которые говорят нам, что батарея убивается именно после этого процента зарядки. То есть при самых лучших раскладах батарею не нужно опускать ниже 15% разрядки и не больше 85% зарядки. Если вы хотите получать это уведомление в форме звука, выставляем здесь звуки, шагаем назад, заходим в настройки сигнала, пролистываем вниз, здесь появятся все рингтоны, которые есть на вашем смартфоне. Нажимаем три точки, настройки, рингтон выбран. Теперь, друзья, чтобы это приложение работало корректно, на Xiaomi удержите на нем, а приложении обязательно ставьте галочку «Автозапуск»,
А также в контроле активности нет ограничений. На Realme практически то же самое. Удержите на приложении, а приложение, использование батареи, разрешить приоритетное выполнение и ставим галочку «Разрешить автоматический запуск». Ведь не просто так, друзья, смартфоны оповещают нас, что батарея разряжена ниже 20%. А также любая быстрая зарядка занижает свою мощность к 85%. После 85% ее мощность стремится к нулю для сохранения жизни батареи. Друзья, не забывайте ставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал, включайте колокольчик. Пожалуйста, напишите в комментариях, понравился ли вам данный ролик. Если досмотрели до самого конца, вам двойной респект. Как всегда, желаю вам только правильных настроек и качественных девайсов. Увидимся в следующих роликах. Всем пока!